Меня часто спрашивают о таком коварном негативе, как окормка и опой. Иногда его называют порчей на еду. Его трудно определить и выявить, еще труднее снять это колдовство. На опои и окормке делают все виды порчи. Часто в окормках используется все, что взято с кладбища: ягоды, грибы, еда с могил, кусок хлеба с рюмки покойного, стакан с водой для покойного, который стоит на окне в течение 40 дней после того, как человек покинул этот мир. Для корма традиционно используются любые растения с погоста, хлеб и соль, поставленные для усопшего, любая еда, над которой был прочитан специальный заговор. Для корма можно использовать любое блюдо, нравящееся человеку, над которым прочитан деструктивный заговор. При окорме к человеку подсоединяются потусторонние сущности, которые влияют на его поведение и жизнь. Эффективность окормов заключается в том, что заговоренная пища попадает сразу в организм человека, и заложенная программа начинает действовать быстро, преодолевая все ваши защиты. А корм– это внедрение программы через заговоренные продукты питания с использованием компонентов, изначально заряженных деструктивной энергией, например, с кладбища. Для опоя в основном используют мертвую воду, набранную из кладбищенского источника, выдержанную на погосте как минимум сутки, применявшуюся для обмывания мертвеца или мытья надгробия, с поминального стола, стакана или тарелки покойного. Такая вода несет энергии смерти, а потому губительная для живых. Достаточно добавить ее в еду или питье человека, сопроводив правильным способом, чтобы в скором времени его физическое состояние ухудшилось. Широкое распространение получили опои на компоты, кисели, окормки на сахар, всевозможные каши. В современных реалиях с целью опоя часто также применяют чай, соки, кофе, обычную воду. В ход идет заговоренная еда. Скажем, коробка конфет, по мере поедания которой человек набирает на себя магию. Могут быть орехи, их определенное число, а может быть банальная домашняя кухня, при приготовлении блюд которой женщина наносила магические воздействия. Навести порчу через еду и напитки достаточно просто при условии хорошего контакта с черной матерью, хозяйкой всего мира мертвых, смертью. Все творимо через духов мертвого мира, где бы они ни находились. Традиционно для корма и опоев используют еду с некротической энергией. Самая коварная и жестокая порча– это опой менструальной кровью. Самый частый материал для опоя– это алкоголь, в особенности красное вино. Приворота, например, кроме самого заговора, используют вино или в какой-то другой напиток кровь, который используют в основном в любовной магии. Заговор примера опоя водой или вином. Не вино пьешь, а любовь ко мне впитываешь, чтоб по жилам твоим не кровь, а страсть ко мне текла, как в реке быстрая вода, что никогда не кончается, что по сторонам не глядит, что других не знает. Будучи повторяемым на регулярной основе, опой кровью крепко привязывает объект, колдующий, и закрывает его от соперниц. И окорм, и опой требуют постоянного обновления. У человека при окормках и опоях истощение сил, резкое похудение, частая тошнота. Через некоторое время у него плохой сон, кружится голова, депрессивные мысли, ломит суставы, озноб, слабость, боль в животе, иногда боль в горле, могут болеть зубы, обостряются хронические заболевания, появляются проблемы со здоровьем, трудно поддающиеся диагностике и лечению, которых раньше не было. При длительном стабильном воздействии депрессия, специфические сны. Может сниться, что вы едите испорченную пищу или пьете протухшую воду. Едите что-то несъедобное, например, землю, насекомых. Может ощущаться противный привкус и тошнота.
пища встает поперек горла. Можете также видеть того человека, который вас опоил или окормил, ощущать во сне опасность от него. Такие сны характерны, если окорм или опой делался по причине вреда здоровью или каким-то значимым сферам жизни. Если целью был приворот, то вы можете начать видеть сны с участием того человека, который хочет вас приворожить. В снах вы будете испытывать влечение, которого раньше не было. Если целью была оморочка или подавление воли, то могут сниться сны, характерные для этого воздействия. Например, вы можете видеть, что заблудились в тумане, бродите в темноте, забыли что-то важное, оказалась где-то в незнакомом месте и не понимаете, зачем и как это произошло. Может появиться ощущение липкого тяжелого сна, из которого вы никак не можете вырваться, потому что он затягивает вас как в болото. Самая коварная жестокая порча, порча опой менструальной кровью, приводит к тому, что человека как бы подменили. Он стал просто невменяем, сохнет. Кровь в организм мужчины подмешивают в основном в алкогольные напитки на определенные фазы Луны с соответствующими черномагическими заклинаниями. И половая функция человека исчезает. Беззаконие творить нельзя. Порчи делают только с дозволения черной матери смерти. Перед проведением обряда обязательно человеку, который занимается опоями и окорками, нужно провести чистку энергетики, убрав весь негатив и черноту с поля и отпостившись. 3 дня постной безмясной пищи с полным уединением и отказом от мирских зависимостей. Святая вода, соль, молитвы могут только облегчить состояние, замедлить действие негативной программы, но этого будет недостаточно, чтобы полностью ее снять. Обязательно потребуется помощь профессионала. Самостоятельно такую порчу снять не получится. Какая же защита от окормов и опоев? Можно отговориться, например, сказать «я не голодна» или «я не голоден», и у меня на этот, например, продукт аллергия. Не брать угощения из рук незнакомых людей, особенно если вдруг настойчиво предлагают что-то взять. Отказаться от пищи. Если вы не можете отказаться, то перед приемом пищи перекрестите хотя бы глазами еду и мысленно прочитайте «Отче наш». Также у вас обязательно должен быть пузырек со святой водой. Перед приемом пищи отпейте несколько глотков. Ну а если уж вас будут расспрашивать, скажите, что это такое лекарство, которое вам необходимо обязательно принять перед едой. Скажите про себя 3 раза. Как правда, что эта вода на мой язык попадает, так и правда, что меня яд и порча не возьмет. Аминь. Нужно заговорить воду или соль на разрушение негативного влияния на порченных продуктах. Например, можно заговорить псалмами. Такую воду или соль хорошо всегда иметь при себе, чтобы иметь возможность сделать глоток воды или добавить соль в пищу. Святая вода или освященная соль должна быть всегда при вас. Они могут ослабить влияние негативной программы, заложенной в пище, если воспользоваться ими сразу. Заговоренную соль можно растворить в воде и выпить. Использовать для этого очень хорошо четверговую соль.